Здравствуйте. Сегодня я хочу начать серию видео, в которых мы будем на бумаге учиться техническим приемам темперной живописи. Натуральной и поливинилоацетатной мы можем делать какие-то сравнительные характеристики во время работы. И сейчас я покажу, как можно просто подготовить плоскость для тех людей, кто хочет работать с яичной натуральной темперой. Я не буду сейчас показывать всю кухню, как сделать яичную эмульсию, потому что у меня на канале есть 2 видео на эту тему более подробные. Но сейчас я просто могу вкратце повторить информацию для тех, кто не смотрел те видео. И я расскажу сейчас, как я сделала яичную эмульсию, и покажу остаток процесса. Значит, я помыла 2 яйца. Я всегда заготавливаю одно запасное яйцо на случай, если неудачно прорывается пленочка с желтком. Я промыла 2 куриных яйца, протерла их бумажными салфетками, разбила ножиком скорлупку, отделила желток от белка. Потом я промыла желток, перекладывая его аккуратно с руки на руку, при этом протирая каждый раз сухим полотенцем влажную руку, для того, чтобы остатки белка, которые есть на пленочке с желтком, чтобы очистить эту пленочку от присутствия белка на ней. Потом я аккуратненько извлекла желток из этой пленочки вот в эту чашечку, как вы видите. И вот у меня такой получился красивый желточек. Это не домашние яйца, магазинные. Здесь я не имею возможности покупать домашние яйца, потому что здесь нет базаров как таковых. Но в маркете яйца по качеству как домашние, как вы видите, и по цвету, и по консистенции. У меня когда-то в комментариях был вопрос по тому, какое количество нужно добавлять уксуса или воды. Говорила об этом в своих видео, насколько я помню. Это может быть индивидуально и в зависимости от того, какую работу вы собираетесь делать с этим желтком. Потому что иногда хорошо, когда эмульсия очень густая для некоторых работ, таких как тот же асист или пробела, когда мы делаем на иконе, или, может быть, мы делаем живописную картину, и там нужно сделать какие-то вещи на листьях, на цветочках, прожилочки, которые были бы пастозные и выступали. То есть вот мы технически все это будем пробовать постепенно на моих... Я все это вам буду постепенно показывать в своих видео уроках. Ну, я не называю это уроками, потому что я не позиционирую себя как преподавателя, я просто больше здесь преследую цель — это поделиться своим опытом. И поэтому вы можете сделать на глаз эту эмульсию, добавив, например, если вам нужна эмульсия густая, вот, то можно добавить, вот, например, я просто вот в чайную ложечку, так, одну ложечку взяла. Иногда этого для меня вот достаточно. На куриный желточек чайная ложечка уксуса, этого вполне достаточно. Иногда могут быть пропорции 1 к 2, то есть это 1 часть желтка и 2 части, например, воды. То есть если вот
мы будем делать какую-то заливку. Хотя потом, по факту, мы туда еще можем добавлять какую-то воду. Поэтому это все, в принципе, довольно-таки относительный момент с этими пропорциями. Потому что даже когда мы сделали густую эмульсию, то мы же в процессе работы добавляем ее в краску с водой. И определить, вот, насколько это должно быть точно, здесь, я думаю, больше все зависит именно от того, что вы делаете, что вы хотите сделать. И на этом не стоит сильно сосредотачивать свое внимание, потому что очень много есть информации, где сосредотачиваются не на том, что действительно суть важна в живописи, иконописи или других каких-то техниках. Так вот я взяла ложечку чайную уксуса. И здесь вот, как я говорила в предыдущих видео, всю более точную, подробную информацию, где я показываю, как делать яичную эмульсию, вы можете у меня найти на канале. И там вот все это есть. Главное, это потом хорошенько все это разболтать, так, чтобы у нас не было никаких комочков. Потому что вот желток, видите, он у меня просто стоял, я не сразу начала снимать видео. И на ложке, как видите, немножко вот такие уже сгусточки появились. Поэтому важно, чтобы не было никаких сгусточков, все это хорошенько размешать. И когда у вас, если у вас остается эта эмульсия, вы помещаете ее под пленочку и ставите в холодильник, где она будет храниться у вас еще, если с уксусом, то она может храниться спокойно до недели. Если в жаре, то она может разлагаться даже с уксусом на второй-третий день. Сейчас мы возьмем листочек бумаги и смотрите. Если вы хотите работать поливинил ацетатной темперой, вы можете взять клей ПВА и просто, если он очень густой, ну, давайте я вам покажу, как это можно сделать в реальности. Я сначала не думала это делать, но я лучше покажу, чтобы не было никаких проблем. Смотрите, и для тех, кто будет писать, для тех, кто хочет работать натуральной темперой, и для тех, кто хочет работать поливинил ацетатной темперой, можно применить вот такой простой способ. Это мы берем клей, мы его немножко разводим водичкой. Бывает, конечно, более жидкий клей, более густой. Но здесь такую нужно сделать консистенцию, чтобы у нас была возможность прокрыть бумажный листик. Просто можно, конечно, пойти другим путем. Так, у меня здесь немножко авария. Так, у меня кисть просто старая кисть, она лезет. Значит, мне надо... Не хотела доставать, но я пойду сейчас достану другую кисть. Что еще я хотела сделать такое вот объявление, это то, что у меня есть страница в Фейсбуке. Здесь под видео я дам ссылку на эту страницу. И у меня такое вот предложение. Я создам к этой странице группы, которые будут привязаны к странице, но они будут разные по темам. И те люди, которым будет интересна только одна какая-то конкретная тема, они могут вступить в ту группу. Например,
Это будет иконопись и темперная живопись в одной группе. А где во второй группе у нас будет акварель, и в третьей все, что касается рисования, рисунка, построения, композиции. Потому что, чтобы не было вот такой каши, и тогда будет просто и легко всем нам и общаться, и я буду выкладывать какие-то тематические материалы. Вот, например, то, что касается группы, где будет темперная живопись, я буду выкладывать и иконы, и прорези. Кто захочет, сможет этим свободно воспользоваться. И там мы сможем обсуждать работы, мы сможем там с вами взаимодействовать. Вот я сменила кисть. Правда, у меня там налезла уже волос беличьих куча, но я не буду уже как бы все это переделывать, чтобы сэкономить время, потому что мне завтра на работу идти. И я как бы стараюсь это успеть снять для вас видео. Мы берем и потом вот таким вот тоненьким слоем прокрываем. А как видите, вот эта проклейка у нас такая, она не густая и не жидкая. Ну, как бы ею легко прокрывать поверхность. И я ее разгоняю. Вот я беру, например, делаю такие движения сначала. Вертикальные, потом немножко так прогоняю, как бы. А в рисунке это были бы такие перекрестные движения карандашом. Вот сейчас я так буду проделывать до конца листа бумаги. И вот таким образом вы сейчас можете заготовить себе какую-то партию бумаги акварельной. И она у нас будет заменять левказ, холст, ну, кто на чем собирается работать. И мы будем обязательно рассматривать варианты сравнительные, варианты именно связанные и с письмом натуральной темперы и поливинил-ацетатной темперы. Я иногда начинаю тормозить, когда я рисую и говорю или что-то делаю, потому что я сосредотачиваюсь на работе, и у меня речь немножко получается прерывистая. В общем, смысл того, что я делаю, чтобы у нас получилась эта бумага, немножко имела такой защитный слой для того, чтобы, во-первых, не было, то есть так оно будет быстрее уже просыхать, те слои, с которыми мы будем работать позже. И это будет у нас такая защитная пленочка, которая будет предохранять вот соединение, например, в случае, если мы будем работать с натуральной темперой, то яйцо потом, если мы чем-то будем покрывать, если мы захотим, например, этот листик бумаги защитить каким-то слоем олифы, то бумага у нас не будет быстро разлагаться и терять свои качества. Потому что, как мы знаем, жир может ускорить процесс разложения бумаги. Вот. И сейчас мы еще сделаем один эксперимент.
мы прогрунтуем точно так же вот этой желтковой эмульсией листочек, как я вам показала. Вы просто можете это сделать также за один раз, заготовить несколько листочков, чтобы вам не возвращаться к этому часто. И потом вы сделаете для себя какие-то выводы, потому что я просто буду иногда использовать бумагу без всякой грунтовки, так как у меня уже есть опыт работы с этими материалами. Но вы для себя попробуйте разные способы. Это очень интересно, в принципе. И сейчас мы сделаем все то же самое, только с яичной эмульсией. Для этого я сейчас вот наливаю немножко эмульсии, вот так как она у меня уже разведена. Вот я не добавляю больше пока сюда ни воды, ничего другого. И мы прокрасим этот листочек. В данном случае, например, если мы будем делать заливку, с присутствием желтка, то слой будет ложиться гораздо легче, чем если мы не прогрунтуем эту бумагу вот таким образом. И, как видите, для того, чтобы не было у нас никаких, чтобы у нас не было перекосов в сторону каких-то сгустков, мы вот так же все аккуратненько растираем. Мы аккуратненько все это как сказать, в общем, распределяем, вот слово просто забыла. Мы распределяем этот слой по всему листу так, чтобы у нас он был без сгустков одной толщины на всем листе. Я только не знаю, насколько вот хорошо будет тот момент, что бумага у меня довольно-таки фактурная, но я надеюсь, это не повлияет никак на нашу работу негативно. Конечно, сейчас вот у меня такой здесь сезон осенний, и воздух довольно-таки влажный, поэтому не просыхает все быстро. Но если это будет лето, то такую же процедуру будет делать тяжелее, поскольку желток может загущаться быстро, и вы не сможете его так распределить вот более тонко и точно по условию. Он может давать такие некрасивые сгустки. Вот с этим нужно быть осторожным. Потому что иногда мы работаем кистью, и нам хорошо, когда какие-то фактурные мазки, а иногда это не очень хорошо. Вот так у меня получилось. Я отправляю сейчас этот листик на просушку. Всего хорошего, до новых встреч. И мы будем начинать с вами серию интересных упражнений по темперной живописи. Спасибо всем за внимание.